Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать об МС-кодировании. И зачем оно, собственно, нам нужно и почему оно нам интересно. Для того, чтобы научиться делать хорошие миксы и хороший продукт, мы обязательно должны изучать творчество лучших продюсеров и саунд-продюсеров и звукорежиссеров, которые работали до нас. И для этого нам нужно научиться препарировать треки и выискивать, находить нюансы, вещи, которые, в общем-то, нам сразу не очевидны. Что мы можем услышать в обычном стерео? Достаточно мало информации мы можем подчеркнуть из обычного стерео. Для того, чтобы расслушать и услышать эффекты, которые применены, реверберации, дилей и так далее, для этого нам необходимо воспользоваться МС-кодированием. Что такое МС-кодирование? У нас есть две системы. Это XY и MS. MS это, если вы возьмете X плюс Y. А что такое X плюс Y? X плюс Y это left и right каналы. Да? Если мы сложим left и right, то мы получим канал M. Он называется mid. Если мы из канала X вычтем канал Y, мы получим канал S. Но спиной мне не очень удобно писать, прошу прощения, уже немножко кривовато получается. Итак, канал S это канал side, канал M это канал mid. То есть сумма, как получить сумму X плюс Y? На самом деле это просто надо включить моно, то есть сложить левый и правый канал. Как вычесть из канала X канал Y? Для этого нужно просто перевернуть фазу. Что у нас останется, что у нас будет в канале M? Первое, все, что было в центре, у вас удвоится. То, что было в краях, оно останется, так и останется единицей. То есть, по сути, это будет канал mid, это значит центр. Фактически это центр фонограммы. Да? То есть, все, что в центре, вы будете слышать в канале M. Что мы будем слышать в канале S? Все, кроме того, что есть в центре. То есть все, что есть слева, и все, что есть справа. Соответственно, что у нас находится в центре? Как правило, у нас в центре кик, снейр, вокал. Это вот три основных инструмента, которые всегда в центре. Что у нас находится в канале M? В канале M у нас может находиться, прежде всего, это эффекты реверберация. Это могут быть дилей, это могут быть гитары и так далее. То есть в разных фонограммах это может быть абсолютно по-разному. Как перейти обратно из MS в XY? Для этого нужно сложить канал M и канал S. Это получится X плюс Y плюс X минус Y. Соответственно, Y у вас уйдет. И у вас будет 2х. 2х это просто увеличение громкости в 2 раза. Канал, если мы из канала M вычтем канал S, у нас получится X плюс Y минус X минус Y. Минус на минус нам даст плюс, а X у нас уйдет. Соответственно, мы получим здесь 2y. Таким образом, мы вернулись обратно. Как на практике реализовать MS-кодирование? На самом деле, есть очень много разных плагинов. Один из них это MS Matrix от компании Waves. Выглядит он таким образом. То есть мы ставим на... Смотрите, для того, чтобы в принципе реализовать MS-кодирование, мы можем просто поставить MS-кодер на дорожку, которую мы хотим кодировать. Да? MS Matrix выглядит он вот так, кнопок у него никаких нет. Это просто плагин, вы его поставили, все, он у вас уже работает в MS. Вот. Здесь есть одно неудобство. Если вы ставите его просто на дорожку, то у вас будет слева канал M, а справа канал S. Это не очень удобно, поэтому я делаю такую схему, которая реализована еще там в 5 разных плагинах, которые делают это автоматом. Мы дорожку, на которой у нас находится фонограмма, мы ее отправляем на групповой трек, группа 1, и на группу 1 мы ставим второй MS-кодер.
Соответственно, мы делаем двойное МС-кодирование, и по сути мы остаемся в обычном стерео. Но если на дорожке трека мы поворачиваем панораму налево, то у нас с двух колонок звучит канал М. Если мы поворачиваем панор направо, то у нас с двух каналов звучит канал S. Итак, послушаем, как это выглядит. Вот здесь есть у нас хороший трек. Сейчас мы находимся в обычном стерео. Если на дорожке МС мы поставим панораму налево, чуда не произошло. Да, все правильно. Это у нас S, а это у нас канал M. Итак, наша задача. Сейчас мы послушаем куплет-припев и постараемся проанализировать фонограмму, форму фонограммы и какие инструменты играют. Нам нужно понять, какие инструменты играют в куплете и какие инструменты играют в припеве. И второе, нужно понять, как эти инструменты расположены в пространстве. Вот это я. Итак, слушаем куплет-припев и анализируем состав инструментов. You create misery, have your cake and eat it. Take your place and hear story and pray we don't repeat it. Call it fate, call it back, call it off. Don't call me later. Lay your head in your bed. It's just how you made it. Ну, да, давайте сначала поговорим о куплете. Что мы слышим в куплете? Мы слышим в куплете кик-драм, снейр-драм, хэт, перкашн. Итак, кик-драм, снейр, хай-хэт, перкашн. Ну, из ударных практически все. Бас, синт, синт, обратите внимание, он играет вот эту нотку. Нет, я вам не могу показать. Это там нотка, по-моему, си бемоль. И еще раз послушайте его. You create misery, have your cake. Все время на одной нотке. Синт, перкашн, ну, соответственно, лид-вокал. Вокал. Кроме этого еще есть FX, но на FX я не буду останавливаться, не будем заострять на них внимание. То есть это основной состав инструментов. Так? Теперь давайте попробуем понять, как они расположены в пространстве. Еще раз слушаем и попробуйте сами проанализировать, где какой инструмент находится. You create misery, have your cake and eat it. Take your place and hear story and pray we don't repeat it. Call it fate, call it back, call it off. Don't call me later. Итак, вокал в центре, бас в центре, кик в центре, хай-хэт. Как вы считаете, где он находится? Но на самом деле, когда мы слушаем стерео, не всегда можно определить точно позицию инструмента, да? То есть вам сказать там левее он или правее, не всегда можно уверенно об этом сказать. Вот. Для того, чтобы определить позицию инструмента, есть очень простой способ. Если вы нажимаете кнопку моно, и инструмент не меняет своей позиции, вау, значит он был в центре. Если вы нажимаете кнопку моно, и вы слышите, что он фигак,
и ушел из центра, ушел в центр, то есть он изменил свою позицию. Соответственно, значит, он был либо левее, либо правее, и вы уже можете, переключаясь между моно и стерео, определить, где он на самом деле был. Итак, давайте попробуем определить, где у нас хэт. Хэт играет четвертями на всякий случай. Там, пам-пам-пам-пам, извините, это восьмыми. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. You create misery, have your cake and eat it. Take your place in history and pray we don't repeat it. Ну, надеюсь, что вы слышите, что хэт чуть-чуть правее. Чуть-чуть правее. И когда я нажимаю моно, он точно уходит сразу в центр. Итак, хай-хэт у нас левее. Вопрос по малому барабану. Обратите внимание, как малый барабан звучит в канале М и в канале С. Итак, малый барабан в канале М. You create misery, have your cake and eat it. Take your place in history and pray we don't это S. repeat. А это М. Lay your head in your bed. It's just how you made it. You create. Ну, когда я меняю плавно за счет панера, не всегда получается очевидная разница, да? Давайте мы попробуем просто из стерео перейти в моно. Достаточно быстро перейти из моно в стерео. Сделаем это таким образом. Так, я вот буду нажимать кнопочку моно на пульте, а вы слушайте, что происходит с малым барабаном. You create misery, have your cake and eat it. Take your place in history and pray we don't repeat it. Очень интересно, да? Моно, малый барабан, у него пропадает хвост, и остается только остренькая атака. Все остальное исчезает. О чем это нам говорит? Это нам говорит прежде всего о том, что малый барабан, его хвост находится в противофазе, и он отбрасывается в тыловую часть. Причем, то есть хвост исчезает в канале М. Почему он исчезает? Потому что левый канал относительно правого у вас в противофазе для хвоста малого барабана, да? И когда вы их складываете в моно, здесь он у вас со знаком минус, а здесь он у вас со знаком плюс. Плюс на минус у вас получается 0. И из предыдущей формулы это было бы видно, да? То есть, когда у вас в канале X он с плюсом, допустим, или с минусом, а в канале Y он с плюсом. Соответственно, очень интересно сделан малый барабан, да? То есть, он не исчезает полностью в моно, а исчезает только его хвост. Каким образом это можно реализовать? Можно реализовать двумя способами. Первое. Можно взять, сконструировать ему реверберацию, коротенькую достаточно, да, прописать эту дорожку и сделать ее миксдаун, сделать ее копию и на копии перевернуть фазу. То есть у вас будет одна копия на левый канал на left, вторая на правый канал на right. Тогда с перевернутой фазой они будут звучать по ощущению сзади. Да? При этом главный, основной сэмпл малого барабана, он остается строго в центре, потому что он вам бьет вот сюда в лоб. Второй способ, просто взять два разных сэмпла малых барабанов, возможно подрезать ему атаку, и опять же у второго малого барабана перевернуть фазу и развести их на левый и правый канал. То есть получается такая конструкция. SD, у нас первый сэмпл у нас в центре, и два уходят назад в тыловую часть, они находятся сзади нас. Теперь послушайте внимательно и обратите внимание на вот эту партию перкуссионную. Она играет 16-ми. И послушайте, что с ней происходит в моно.
create misery. Have your cake and eat it. Take your place in history and pray we don't repeat it. Call it fate, call it back, call it all. Эта партия исчезает в моно. То есть она тоже так же, как малый барабан, сделана в противофазе, и из-за этого она проецируется в тыловую часть. И теперь давайте послушаем МС-кодирование. Да? Значит, смотрите, что будет с малым барабаном и перкуссионной партией в канале S. Как она будет звучать. Смотрите, если у вас источник позиционирован в тыловую часть и он в противофазе, то в канале S он удвоится. То есть все противофазные сигналы в канале S удваиваются. You create history and pray we don't repeat it. Call it fate, call it back, call it. Ну, надеюсь, вы услышали. В канале S у нас перкашн, хвост малого барабана и хвост бочки. В канале M этого ничего нет, оно все отсутствует. Итак, вот эту информацию мы получили благодаря МС-кодированию. Но теперь давайте мы попробуем разобраться, какие эффекты стоят на вокале и какие вообще эффекты применены. Ну, прежде всего будем касаться только вокала. Итак, по реверберации в стерео обычно мы вряд ли можем сказать характер самого эффекта. Плейт, это холл, какой у него размер, сайз, какой преддилей и так далее. Да? Все эти параметры в стерео очень трудно услышать. Итак, давайте послушаем в стерео, что мы слышим. You create misery. Have your cake and eat it. Take your place. Из стерео я лично слышу, что голос звучит достаточно близко. Он не сильно отдален, он у нас как бы на переднем плане. Но при этом там сзади него какое-то что-то там присутствует, какой-то объем. Но какой объем, сказать невозможно. Теперь давайте послушаем канал S. Ну вот, в канале S достаточно четко слышно, что на вокале стоит холл достаточно большого объема. То есть мы можем же сказать, да, мы можем сказать, это комната, это клуб или это холл, большой зал, да. Сейчас по каналу S достаточно четко слышно, что это холл и длина у него примерно там 1,5-2 секунды. Итак, вокал, холл, примерно 1,5-2 секунды. И это достаточно большой зал. Так? Теперь вопрос. Вокал ощущается близко или далеко? Мы с вами слушали в стерео, и мы услышали, что в принципе, несмотря на то, что там стоит большой холл, то вокал все равно ощущается достаточно близко. Это говорит о том, что время преддилей на этом холле, оно достаточно большое. И за счет этого преддилея ощущается, что вокал звучит отдельно от этого помещения. Он существенно ближе. Теперь давайте послушаем, что мы можем сказать о том, как меняется вокал по отношению к припеву. Для этого мы сейчас послушаем переход из куплета в припев. In your bed, it's just how you made it. Out of my way, I'm running. I'm gonna catch you if I can. Out of my way, I'm coming. I'm gonna catch you if I
припеве вокал отдаляется, и он сразу полетел. Он стал полетным, большим, широким таким и сильно-сильно дальше, да? При этом давайте послушаем, меняется ли алгоритм реверберации из куплета в припев. Не меняется. Интересно. Вокал отдаляется, а алгоритм реверберации не меняется. И как же они это сделали? Для того, чтобы это понять, нам нужно послушать канал S и послушать переход от куплета к припеву. Извините, канал M. Канал M. Итак, слушаем в моно и слушаем переход из куплета в припев. Lay your head in your bed. It's just how you made it. Out of my way, I'm running. I'm gonna catch you if I can. Out of my way, I'm coming. I'm gonna catch you if I can. Out of my way. Окей. В канале M мы слышим дилей. У нас в припеве появился дилей, и именно этот дилей создает перспективу и глубину и полетность голоса. Окей, если это дилей, и его нету в канале S, значит вопрос, это моно или стерео дилей? Конечно моно. Он моно в центре, и он спрятан за вокалистом, так что вы его не замечаете, когда слушаете всю фонограмму. Но он тут же создает вам нужный объем и нужное пространство на припев. Окей, хорошо, если это монодилей, то какой у него размер, да? У нас четверти, раз, два, три, четыре, а дилей у нас в каком темпе идет? Всегда можно послушать дилей на согласных звуках, на S, Ч и так далее, да? Обратите внимание, на Ч вы можете услышать прямо четкое повторение. На слове catch четко слышно повторение 1/8 этого дилея. То есть па-пам, па-па, он все время на слабую долю. Сколько повторений мы можем услышать? Ну, четко слышно только одно, но на самом деле их может быть, 2-3 повторения. Окей, это хорошая информация. Мы знаем, что в припеве на вокале у нас появляется дилей, моно-дилей. В центре 1/8. И если вы еще раз внимательно послушаете, то вы услышите, что отражение и сам дилей на слове catch, там это catch и s, они звучат гораздо более мягче, нежели в основной партии. Окей, это значит, что здесь еще стоял EQ со срезанным верхом, по крайней мере. Ну и по опыту могу сказать, что дилей ниже 100 Гц никто не использует, потому что нам не нужны лишняя грязь в самом низу и в сабе тем более. Поэтому есть фильтр среза по верху и есть фильтр среза по низу. А еще возможно, что там есть подъем в верхней середине. Ну, по ощущениям кажется так. Окей, хорошо, мы подчеркнули хорошую информацию. Теперь мы по составу инструментов ничего не сказали. Что добавилось в припеве по составу инструментов? Ну, я думаю, что вы слышали, там появился синт.
Да, появился синт, и там же, на этом же синте стоит тот же холл, который и на вокале. Плюс синт. Но еще обратите внимание на то, что по ощущению вокал в куплете звучит гораздо ближе, чем в припеве. И в припеве он становится более обезличенным и более полетным. Don't call me later. Lay your head in your bed. It's just how you made it. Out of my way, I'm running. I'm gonna catch you if I can. Out of my way, I'm coming. I'm gonna catch you if I can. Out of my way, I'm running. Ну, по ощущениям явно в куплете он ближе, в припеве он дальше. Да? Это не только дилей. Что дает вокалу полетность и в то же время обезличивает его? Надеюсь, вы знаете. Это, конечно, это дабл-трек. Дабл-трек в этом треке, как таковой дабл-трек не ощущается. Но ощущается обезличенность вокала и полетность голоса в припеве. Значит, здесь они еще добавили дабл. Вот, собственно, мы с вами провели анализ фонограммы, анализ эффектов, анализ инструментов данного трека. В целом, я вам хотел просто дать это как ваш инструмент на всю оставшуюся жизнь. То есть МС-кодирование вам поможет посмотреть и подглядеть те секреты крутых менов, которые для вас без МС-кодирования абсолютно не очевидны. Вот. В дальнейшем я планирую сделать достаточно большой цикл анализа треков, именно хороших миксов, для того, чтобы научиться, и вы могли научиться тому, как работают мастера. Вот. Без МС-кодирования, я к этому, к сожалению, больше не могу уже возвращаться, но без МС-кодирования и без вот этого урока вам будет очень тяжело работать с другими. Поэтому обязательно проработайте этот урок, воспользуйтесь инструментом МС-кодирования, и это сделает ваши миксы такими же крутыми, как и ваших кумиров. Всем хороших миксов!